я способен одолеть гигант на деревянной тележке? Вы совсем разум потеряли, бедолаги? Орудия! Выбивай его орудия! Мы в тебя верим! Черт, только не это! Мои орудия! Этого монстра на тележке зовут Бурмила. Запомни это имя, демон! А он точно мертв? Как-то мне слабо верится. Вы что, ослепли? Как по-вашему гигант с такими-то повреждениями может быть жив? Вот видите, ни малейшего намека на жизнь. Как нам это удалось? Поверить не могу. Это уже второй гигант на моем счету. Первым был Федор. Я пульнул в его ядерку и чудом выжил, отлетев на 200 метров. Жаль, только Дориан не выжил. Смотри, это что, Левиафан? Как ты там говорил, тебя зовут? Да, впрочем, не важно. Ты сейчас умрешь. Никому не двигаться. С этой минуты вы мои пленники. А Германия и СССР официально проиграли, потеряв контроль над последним клочком земли. Доставьте пленников в ад. Перед казнью я хотел бы их допросить. К сожалению, этот материк потерян, и война проиграна. Надо выходить на связь с США, может им удастся хотя бы нас вытащить отсюда. СССР проиграл, не могу поверить. Да, Левиафан уничтожил всех, пленил профессоров. Совок официально проиграл. Вы не могли бы нас вытащить, пока демоны нас не сцапали? Надеюсь, сила Адамантия не превратит этот портал в машину времени. Уж слишком его энергия избыточна. После вас, профессор. Ну и куда это нас забросило? Последний советский город был уничтожен ядеркой лет 10 тому назад. Похоже, нас с 1960-го перебросили в 1944. Что-то явно пошло не так. Неужели это все наяву? Кто бы мог подумать, что даже объединив силы, у нас не будет шансов против Левиафана и его орды. Ну и ну, все мои антагонисты в сборе. 5 лет, долгих 5 лет, вы, жалкая шайка профессоров, сдерживали мою орду. Но сегодня тот день, когда задача наконец-то будет выполнена, и мой отец Люциус может мной гордиться. Да, Левиафан, твоя орда поработила многих, я бы даже сказал всех.
за исключением одного – народа США. И видит Бог, наши друзья-американцы просто так не сдадутся. Всего 3 жалких дня мне понадобится, чтобы стереть США с лица земли. А вас, профессоров, я, верховный главнокомандующий танковыми адскими войсками и владыка адских подземелий Левиафан, приговариваю к смерти. Как бы нам этого не хотелось, но мы не можем себе позволить отдых. Сейчас мы первые в списке Левиафана на уничтожение. Мы превратим каждый наш завод в крепость из бетона и стали и будем бороться за каждый клочок земли. Начать подготовку к операции по уничтожению США сейчас же. Резервов не осталось, мой повелитель. За последние месяцы мы потеряли тысячи берсерков, наступая в лоб вражеским войскам. И я без сомнений сделаю это еще раз, лишь бы задача была выполнена. С сегодняшнего дня в вашем распоряжении десятки советских шахт железной руды. Опустошите их и запускайте все танковые заводы. Мне нужна еще одна орда. Нам позарез надо раздобыть больше информации о том, где мы и какой сейчас год. Предлагаю двигаться в центр, там и разузнаем, но это явно далеко от передовой. Уж больно мирно все выглядит. Стой, кто едет! Вход на промышленную зону только по пропускам. Могу я видеть ваш пропуск? Извините, похоже, мы улицу перепутали. До завтра, парни! Эй, солдаты, вы чего здесь забыли? С ума сошли, что ли, с поврежденным кузовом скитаться по Стальнегорску? Здесь дезертиров не любят. Но мы не... За мной, живо! Ворота за собой закройте! Мой младший, БТ-5, тоже недавно дезертировал. Поймали и тут же обратно отправили. А я говорил идти на инженера, в разведку захотел. Так что можете ничего не говорить. С тех пор, как немцы свой зоопарк на фронт притащили, пантеры, тигры, ух, как несладко стало. А какой сейчас год, рядовой? 44-й? А тебе что, еще и башню повредили? Или контузило сильно? Стальнегорск, 44-й год? А кто твой командир, рядовой? Мой командир – старший инженер МС-1. А что, вы с ним знакомы? Так, боюсь 4 орудия для одной машины будет многовато. Обойдемся 2. А так, в целом, я доволен результатом. Можем приступать к созданию опытного образца.
Выглядит внушительно. Надеюсь, правильно рассчитали ширину гусениц. И он не утонет в болоте по пути на передовую. Гоните в покрасочный цех. Отлично! Перед пуском в серию надо должным образом испытать, желательно на передовой. Первая линия обороны будет служить тормозом для наступающих войск врага. Мины, ежи и противотанковые сооружения не дадут врагу быстро вклиниться в нашу оборону. Не жалейте ресурсов, наш враг свиреп и голоден. От этой обороны будет зависеть наше существование. Вторая линия – это уже наш огневой рубеж. 1000 тонн бетона и стали. Каждый наш боец будет держать оборону уверенно в этих укреплениях и под надежной защитой. Превосходно! Уже совсем скоро я получу новую орду демонов. Ну и наконец-то третья линия, наш огневой вал, который способен сломить любое желание врага к наступлению. 300-миллиметровые гаубицы, работая все вместе, они способны выбить зубы даже Левиафану. Производство этих гаубиц уже налажено, и завод будет производить их без остановки. На твоих плечах управление над всеми этими полками. Уверен, ты справишься, генерал-майор Шерман. Готово! Теперь никто не заподозрит вас в дезертирстве. Когда вы выглядите как тыловые, вопросов будет меньше. Спасибо! Но у меня назрел еще один вопрос. Почему такой гигант, как ты, слинял с передовой? Ты же весишь тонн под 200. Кстати, из какого ты завода вышел? Не видел такую конструкцию раньше. Он столичный, прямиком из Бронеграда. И давно столица выпускает что-то для фронта. Раньше клепали только парадные танки. Нам пора двигать, если хотим повидать МС-1. Скоро будет показ нового проекта командованию. Надо поспешить. Ну, и ради чего я покинул свой кабинет, профессор? Товарищ генерал, перед вами штурмовая машина, способна ломать любую оборону противника. Ее усиленная броня выдержит огонь тяжелых орудий, а спаренная установка из двух 180 мм гаубиц делает из него грозного оппонента немецким танкам. Прошу вашего разрешения направить машину на линию фронта для боевого применения. Машина выглядит необычно. Хорошо, даю разрешение на ограниченное боевое применение. Только смотрите, профессор, чтобы эта разработка не попала в лапы врага.
Это что, подмога? Наверное, из самого Стальнегорска. Что нам толку из этих зеленых, которые и пороху не нюхали? Нужен разведчик, который проведет этого тяжа в сектор 0. Желательно туда, где врагов побольше. Есть желающие? Красивый, только-только из покраски. Не жалко будет испачкать. Веди, мелкий. Располагайтесь, наш дизель, ваш дизель. А ты двигай за мной, только башню пригни. Окопная линия не рассчитана на таких переростков. Бейте в тревогу! Демоны пришли по нашей душе! Нас больше, и мы сильны как никогда. Уже завтра проведем парад победы. Владыка дал нам целых 3 дня на оккупацию Соединенных Штатов. Но этого даже многовато. Мы справимся раньше. Но перед нами мощнейшая линия обороны с минными полями. Без лишних вопросов, мы первая армия мира. Там некому будет с нами воевать. Вперед! Кажется, началось то, к чему мы так усердно готовились. Наводите орудия! Залп на 3, 2, 1. Гоните новые резервы, эти закончились. Веди личный состав на вторую линию обороны и не дайте врагу прорвать первую линию. Это они пришли к нам, и правда на нашей стороне. Погода нелетная, видимость очень плохая, будьте начеку, враг может начать штурм. Наша задача подавить вражеские силы огнем, чтобы наши штурмовики могли сблизиться. Вперед, вперед! Не высовывайся и будь готов к ближнему бою.
Позиция захвачена. Повторяю, позиция захвачена. Мы опоздали. Вражеские штурм ПЗ-4 уже заняли нашу передовую позицию. Как только окоп займут их тяжелые подразделения, она будет потеряна. Они не доедут. Успешный маневр. Вражеский укреп наш. Можем и мы выдвигаться. А вот и МС-1. Сейчас попытаюсь устроить тебя на завод Т-26. Просто молчите. День добрый, солдаты. Коллега, здравствуй. Нашел желающих трудиться на заводе за несколько бочек дизеля. Вы не будете против? Извините, что вмешиваюсь, но я бы предпочел на фронт. Тогда чего ждешь, здоровяк? Двигай по следу колонны, что недавно выдвинулась на передовую, а вы двое за мной. У нас полным-полно работы.